Привет всем, меня зовут Тимур Ахметов, и вместе со Спортмарафон и Филравен мы рады представить вам школу тундры. И сегодня мы поговорим обо всем, что касается еды. Как олени это едят. Поход по тундре предполагает готовку на газу, как правило, большую часть времени, поскольку и дров в тундре мало, а также ввиду частой непогоды, когда дрова могут быть сырые, ну или просто готовить в тундре вне палатки совсем некомфортно. С газовыми баллонами в отдаленных частях нашей страны, в том числе и в тундровых, есть одна особенность. Это отсутствие резьбовых баллонов в магазинах и присутствие только баллонов цангового типа, или которые называются дихлофос. Данный факт, он вообще в принципе повсеместен для Чукотки, но даже на Кольском полуострове в поселке Лавозеро я, например, не смог найти резьбовые баллоны, а только цанговые баллоны. Наличие только такого типа баллонов, оно легко объясняется. Местные жители в отдаленных поселках на рыбалке или на охоте используют стандартные стационарные корейские печки, которые работают на цанговых баллонах. Они их перевозят на лодках или квадроциклах, а не носят в рюкзаке, как мы с вами. Спрос рождает предложение, поэтому резьбовые баллоны в магазине практически не поставляются. Поэтому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует заранее узнать, есть ли в отдаленных поселках резьбовые баллоны, либо брать с собой специальный переходник с цангового на резьбовой баллон. Хотя в наши дни, например, некоторые производители, в частности Primus, изготавливают горелки, которые одинаково хорошо работают и на резьбовых баллонах, и на цанговых баллонах, то есть там переходник уже встроен в горелку. Также по причине длинных газовых баллонов следует отказаться от горелок, которые наворачиваются на баллон, потому что вам будет неудобно готовить. По этой же причине нам придется отказаться и от интегрированных систем приготовления пищи, таких как JetBoil. Все баллоны, а также их совместимость с переходником и работу с горелкой перед выходом в поход нужно обязательно проверить. У меня у самого было несколько случаев, когда либо газовые баллоны отказывали работать, хорошо, что был, например, запасной баллон. В прошлом году у меня, например, не хотел работать вот такой пресловутый переходник с цангового на резьбовой баллон, мешала прокладке, он заработал только после того, как я прокладку удалил, но при этом переходник начал сифонить, и пришлось изготавливать импровизированную прокладку, более тонкую, путем накручивания полиэтилена на резьбу. Также по этой причине будет правильным отсоединять горелки от баллонов на ночь. Ну, не довернули клапан, например, или у вас травит этот самый переходник. Будет неприятно утром обнаружить, что баллон с газом у вас пустой, или, не дай бог, еще захотите закурить в палатке с утра. Поскольку в тундре довольно часто ветрено, для уменьшения времени приготовления пищи, сохранения тепла вокруг горелки, нужно использовать ветрозащиту или стеклоткань. Со стеклотканью нужно быть очень осторожным и не закрывать ей баллон, только горелку, поскольку баллон может очень сильно нагреться и взорваться. Также я рекомендую вам приобрести котелки с напаянным радиатором, который уменьшает время приготовления пищи и также позволяет вам экономить газ. Несмотря на то, что в тундре деревьев как бы и нет, костер вы всегда можете разжечь. Даже самые маленькие небольшие кустики полярной березки или голубики позволяют вам разжечь костер и вскипятить кружку воды. Следует знать, что вдоль постоянно текущих ручьев, даже небольших, всегда растут кусты, и дрова следует искать там. Я не говорю о том, что нужно рубить свежие кусты. Поищите кусты, которые вымываются паводком, они сухие, и можно набрать, в общем-то, даже хорошую охапку таких дров. Они горят и прогорают, конечно, очень быстро, но тем не менее позволяют приготовить пищу, а также согреться и просушиться. Где дров бывает по-настоящему много, так это на побережье. Причем они бывают такого размера, что из них можно сложить полноценный пионерский костер. Дрова с побережья горят жарко и долго, и иногда даже пламенем иного цвета из-за того, что древесина была пропитана морской соленой водой. Для меня костер несет три функции. Первая из них, как ни странно, это создание атмосферы и уюта. То есть тундра для меня без костра, без его дыма, без треска, она вообще в принципе не ассоциируется. Вторая функция – это защита от медведей. Я не говорю о прямой защите, поскольку животные огня в принципе не боятся, тундра часто горит и в ней пахнет дымом.
Здесь с помощью костра вы лишь обозначаете свое место и свое присутствие. С этой же целью, например, при ночевке я вокруг палатки кладу несколько дымящихся головешек. Почему-то я считаю, что если идет медведь и видит дымящуюся головешку, он дальше не пойдет, а, в общем-то, все это дело обойдет, в том числе и мою палатку. Следует, однако, следить, чтобы ночью, если подует ветер, он не раздул эти головешки, вокруг у вас ничего не загорелось и не начался пожар. И лишь третья функция костра для меня – это приготовление пищи. То есть я всегда ношу с собой заранее рассчитанное количество газа, чтобы готовить без костра, но если есть возможность, я на костре готовлю. В принципе, это бывает в основном только вечером, когда и времени много, чтобы насобирать дрова, и когда уже никуда не спешишь, можно спокойно кипятить воду и смотреть на костер. Если собираетесь готовить на костре, вам нужна костровая посуда. Не берите алюминиевые котелки, которые становятся мягкими и деформируются. Возьмите что-то из нержавейки или из титана. Посмотрите на ручки у котелков, будет ли вам удобно ставить котелок на огонь и снимать его оттуда. Часто бывают ручки обрезиненные, они, соответственно, сгорят и расплавятся, либо силиконовые. Силикон он тоже плавится и морщится, но в принципе не горит. Рекомендую взять также пару ХБшных обычных перчаток с пупырышками в качестве костровых перчаток. Ими удобно там и дрова шерудить, и камни вокруг костра складывать, и рубить дрова тоже удобно. Очень часто бывает, что в костер нужно лезть рукой. Также помните, что современная синтетическая одежда и снаряжение очень хорошо прожигается искрами от костра. Ставьте палатку по ветру на удаление от костра. Сами смотрите, чтобы искры не летели на вас, иначе ваша мембранка будет вся в таких мелких дырочках. Не используйте дрова, которые стреляют. Если будете сидеть у костра, по возможности выбирайте одежду из хлопковых или смесовых тканей. У Fjällräven, например, такая ткань называется G1000, она более устойчива к искрам и к огню. Другой вид кострового оборудования – это пилы, топоры, либо толстые ножи, которыми можно тоже нарубить дрова. В магазине «Спортмарафон» в последнее время появились складные карманные пилы финского производителя Fiskars, очень хорошие пилы, так и от других производителей. Эти пилы, несмотря на свой маленький размер, очень хорошо перепиливают даже толстые бревна. Топорики, например, таскать в походе не очень удобно, потому что они все-таки весят побольше, однако их можно взять на сплав или, например, в зимний поход, если вы идете с волокушей. В зимний поход топорик еще берется для того, чтобы можно было колоть лед, потому что вода из льда, она вкуснее, чем из снега. Существует мнение, что тундра богата на живность и на дичь. Якобы возьмешь там с собой двустволку, и все пропитание тебе обеспечено. Я тоже так думал, пока не начал ходить в походы. На самом деле с живностью все не так однозначно. Она есть, например, гуси, утки видят тебя гораздо раньше и улетают раньше. Зайцы непонятно где скачут, куропатки тоже прячутся до последнего, вылетают из-под ног и тебя, в общем-то, пугают. Чтобы застрелить оленя, его нужно долго высматривать, заходить и охотиться. То есть охотой сыт на самом деле не будешь. И ружье ты же тоже не всегда таскаешь. Лучше дело обстоит с рыбалкой, но опять-таки рассчитывать на то, что ты будешь постоянно питаться рыбой, не стоит. Это будет скорее некое вкусное дополнение к твоему рациону, который нужно просчитывать заранее дома. Это, конечно, не относится к профессиональным рыбакам, которые смотрят сейчас это видео и улыбаются, а скорее к любителям, к которым я и сам себя отношу. Я люблю рыбу есть, а не ловить ее. С рыбой тоже непонятно. В одно время, например, я просто вытаскивал даже в плохую погоду харитонов на леску и блесну, которую вообще нашел в заброшенном балке. А в другое время я ссылал им крючок прям под нос рыбе, она в него тыкалась и не хотела брать. Так что раз на раз не приходится, и не знаю почему. Могу порекомендовать взять небольшой отрезок сетки, ставите в реку, и рыбой вы обеспечены на весь день. Грибы и ягоды в тундре есть, но в определенное время, и ими тоже сыт не будешь. Скорее так украсить кашку с утра для фотографий в Instagram.
Чтобы не получилось, как в том известном фильме, прежде чем вы отправляетесь в тундру, нужно изучить растения и ягоды, которые там растут. Их на самом деле не так и много. Также следует изучить не только, как выглядит ягода, но и также, как выглядят у нее листочки. И, кстати говоря, не стоит объедаться ягодами в первый же день вашего похода, потому что второй день может быть очень веселым после этого. Что касается воды, то практически всю воду в тундре можно спокойно пить. Иногда встречаются стоячие озера, стоячие болотца или какие-то верховые ручьи, в которых вода может иметь такой неприятный земляной вкус из-за наличия гуминовых органических кислот в ней. Такую воду все равно можно пить, хорошенько ее прокипятив, но вкус у нее будет не очень хороший, такой землянистый и чем-то напоминающий чай пуэр. Но, как правило, с чистой водой в тундре проблем нету, я даже фляжку с собой не ношу, то есть в любой момент можно наклониться и попить из ручья. Конечно, если вы ушли уже достаточно далеко от города или, не знаю, мест захоронения ядерных отходов. Ручьи следует искать в каких-либо распадках или в понижениях, это и так понятно, да? Иногда ручей может журчать в курумнике, следует пройтись вдоль курумника, и, как правило, есть места, где ручей выходит на поверхность. Иногда даже в глухих распадках, в теневых, можно встретить не растаявшие за лето снежники, и, в общем-то, можно топить снег, как будто вы в зимнем походе. Итак, подведем итоги. Если вы собираетесь готовить на газу, учтите, что в отдаленных поселках могут продаваться только цанговые баллоны. Вам нужен переходник и горелка со шлангом. Дрова в тундре вы найдете вдоль рек и ручьев, а также много дров бывает на побережье. Будьте аккуратны с костром. Современное синтетическое снаряжение, палатки и одежда очень боятся искр и огня. Изучите ягоды и грибы той местности, куда отправляетесь, чтобы быть уверенными, что их можно есть. Воду в тундре можно пить, но лучше выбирать проточные ручьи или реки, потому что вода в стоячих озерах может напоминать по вкусу чай пуэр. На рыбалку в тундровых реках рассчитывать можно, но всецело полагаться не стоит. В дополнение к удочке вы можете взять небольшой отрезок рыболовной сетки.